Можжевельник скальный Blue Arrow. Переводится название как голубая стрела. То есть нам это название дает понять, что он имеет голубой оттенок. Да, голубой оттенок у него действительно есть, но это всего лишь оттенок. Он все-таки больше зеленый, такой голубо-зеленого цвета. Вот на заднем фоне вы видите елочку, это хупси. Вот она голубого цвета, да. А можжевельник, я бы не сказала. Просто имеет такой слегка сизоватый оттенок. Вот именно как вы видите на видео, вот такой вот он и есть. Вот. Он не совсем голубой, если вам это важно. Дерево обещает быть очень крупным, большим. Свой можжевельник я покупала совсем маленьким. Он был около 60 сантиметров, и это было около 5 лет назад. Сейчас он высотой 3 метра. Про этот сорт написано, что в год он прибавляет 15-20 сантиметров в высоту. Но я бы так не сказала, у меня он прибавляет гораздо больше. Может быть, ему нравится почва, на которой он растет. Может быть, еще что-то, но тем не менее. Это гораздо больше 30 сантиметров. Я думаю, что около 40-50 он вымахивает за год. Сила роста у него большая. Ширину у него 70 сантиметров при таком росте. Очень красивый, нравится он мне. Смотрится очень красиво. Знаю, что многие боятся его сажать, потому что считают, что он горит на солнце. Нет, могу сказать, что он не горит. В первое время, когда он был еще совсем маленький, первый год после посадки, да, он немножечко подгорел с южной стороны весной. Но это было всего лишь один раз. И вот в первую весну после посадки. Дальше ничего такого не наблюдала. Что самое главное для хвойников, это осенью сделать им влагозарядный полив. Такой очень хороший полив под зиму, чтобы вот эта вода осталась в корнях. И зимой, когда начнется таяние снега, чтобы у них было достаточно влаги, когда солнышко начнет припекать, чтобы их корням было откуда брать влагу. И тогда все будет хорошо. Само по себе растение очень пластичное. Оно отлично переносит стрижку. Если вас смущает его рост и размер, то вы это легко сможете контролировать с помощью опрыски. Также из него делают различные формы, спирали. Можно сделать на штампе. В общем, все, что вам только захочется. Совершенно беспроблемное растение. Не требует никакого ухода, подкормок никаких я не делаю. Никаким хвойным, кроме тех, которые я стригу. Вот, допустим, живую изгородь. Я ее, конечно же, стригу несколько раз за сезон, и поэтому я немножечко подкармливаю. Остальные хвойники я не трогаю, потому что у меня уже был такой опыт, когда я посадила первые туи, я их кормила раз в сезон весной, я их подкармливала удобрением для хвойных, и в итоге у них начали лопаться стволы, были морозобоины. Хорошо, что я вовремя сообразила, перестала это делать. Они заживили свои ранки и теперь нормально растут. И я их не трогаю. Им и так достаточно того, что есть в почве, тех питательных веществ, которые уже есть. Ну, если только у вас не совсем песок на участке, в который вы просто посадили эту тую или ель, или можжевельник, тогда да, тогда нужно, конечно, немножечко подкормить. Потому что песок — это совсем такая бедная почва по составу. И
конечно, питательные вещества им неоткуда будет брать. А если же у вас суглинок, супесь, то ничего не требуется добавлять. Поверхностная система, как и у всех хвойных, у можжевельника поверхностная. Не любят они замокание корней, то есть если у вас грунтовые воды высокие, то нужно придумать при посадке дренаж. Также при посадке нельзя заглублять корневую шейку, ее нельзя не приподнимать выше уровня земли, не опускать. Нужно, чтобы она была именно вровень с уровнем земли, тогда все будет хорошо. Также они любят душ, любят вообще влажную погоду. Когда идут дожди, тогда они растут еще быстрее. Можно сажать можжевельник и солитером, и группой, и делать живые изгороди из них. Все, что только вам может прийти в голову, все это можно с ним делать. Смотрится он очень красиво. Высокий. Вот еще раз сравните оттенок. На заднем плане вот там это ель хупси. Она еще совсем маленькая, но все равно вот оттенок хвои уже можно, ну, по крайней мере, сравнить. Вы посмотрите. Вот она действительно голубая. Можжевельник более уходит в зеленцу, но с голубым отливом. И в сравнении с туями. Вот по сравнению с зелеными туями он смотрится, да, смотрится голубым. На этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Всех целую, обнимаю. Пока.